Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить очень вкусный творожный пирог на сковороде. Могу сказать, что это такой вариант очень ленивого завтрака. Разрежу пирог. Посмотрите, какая красота получилась. Пирог горячий, внутри видно есть и кусочки творога. Вообще это, конечно, прекрасная альтернатива оладьям творожным, запеканки. Готовится очень быстро, просто на сковороде. И завтрак буквально за 15 минут для всей семьи уже готов. И я сейчас еще хочу разломать этот пирог и показать. Вы видите? Это невероятно вкусно, очень пышно и нежно. Моя семья просит приготовить этот пирог уже третий день подряд, настолько он классный. И для рецепта мне понадобится примерно 150 граммов муки, 200 граммов мягкого творога, 200 граммов кефира, 2 яйца, пол чайной ложки соли, 3/4 чайной ложки пищевой соды, 50 граммов сахара, сахар корректируйте по вкусу, и добавлю также 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром. В миску разбиваю яйца. Добавляю кефир, творог, всыпаю сахар, соль, добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Хорошо все перемешиваю. Если вы хотите, творог, конечно, можно протереть через сито, но мне, например, очень нравится, когда в этом пироге попадаются прямо небольшие кусочки творога. Просеиваю в миску муку и пищевую соду. Перемешиваю. Соду я не гашу, сода сама погасится в тесте, так как здесь есть кефир. Посмотрите в итоге, какое тесто получилось, как на оладьи. Фактически из этого теста можно готовить творожные оладьи. Но сегодня все намного проще. Будем готовить пирог. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла. Диаметр моей сковородки 22 сантиметра. Когда сковородка разогрелась, уменьшаю огонь. Выкладываю на сковородку тесто. Разравниваю. Закрываю крышку и готовлю примерно 5-6 минут на огне чуть ниже среднего, пока пирог подрумянится. Во время приготовления крышку не открываем. Посмотрите, как замечательно поднялся пирог на сковороде. Сейчас я его аккуратно должна буду перевернуть. Сверху тесто как будто еще сырое, поэтому я буду переворачивать его, сдвигая на тарелку. И теперь закрываю сковородкой и переворачиваю на сковородку. Аккуратно снимаю тарелку. Опа. Посмотрите, как красиво зарумянился пирог. Закрываю крышкой и готовлю еще 5-6 минут со второй стороны до зарумянивания. Конечно, время приготовления во многом зависит от того, какой толщины вы делаете пирог. Если у вас сковорода с большим диаметром, возможно, вам понадобится даже меньше времени. Конечно, проверяйте готовность пирога. У меня прошло еще 6 минут. Проверю готовность пирога. Зубочистка у меня абсолютно сухая. Снимаю мой пирог на тарелку. Посмотрите, просто великолепно. И, конечно, я сейчас попробую. Пирог очень нежный. Пирог получается очень нежный. Это что-то среднее между творожной запеканкой и творожными оладьями. Но готовится, конечно, просто моментально. И все на сковороде. Не надо включать даже духовку. Подавать этот пирог можно с вареньем, с медом, со сметаной. Это великолепно. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. И желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно.
И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикуб «Позитивная кухня». Всем пока!